Оживший ангел Кванхвамуна, эра медового блонда, мартовский Сеул 2026 года дышал прохладой, но на исторической площади Кванхвамун было по-настоящему жарко. Десятки тысяч неоновых океанов из лайтстиков согревали весеннюю ночь. Весь мир замер у экранов Netflix, ожидая первого общего выступления BTS после их возвращения. Когда на сцене вспыхнули первые прожекторы и зазвучали традиционные корейские мотивы, смешанные с тяжелыми басами заглавного трека «Swim», многотысячная толпа взорвалась криком. Но настоящий коллективный вдох изумления пронесся по стадиону, когда на огромных экранах крупным планом появилось лицо Чимина. Он стоял в центре сцены, и его образ мгновенно отправлял в нокаут любого, кто сомневался, что он главная визуальная икона своего поколения. Чимин вернул длинные волосы, но это не было повторением прошлого. Это был абсолютный зрелый левел-ап. Его шелковистые локоны теперь были окрашены в мягкий, сияющий медово-золотистый блонд. Волосы, доходившие до плеч, мягкими волнами обрамляли его утонченное лицо, подчеркивая безупречную фарфоровую кожу и пухлые губы. В свете софитов его прическа казалась живым нимбом, создавая тот самый ангельский ореол, о котором фанаты годами писали в соцсетях. Стилисты отказались от жестких укладок, пряди двигались абсолютно свободно, повинуясь каждому движению ветра и артиста. На Чимине был монохромный, струящийся наряд в стиле деконструированного хай-фэшн, оверсайз верх из тончайшей летящей ткани, дополненный тонкими серебряными цепями, которые мерцали при каждом шаге. Образ сочетал в себе хрупкую эльфийскую эстетику и мощную, магнетическую маскулинность, которую невозможно было подчинить привычным гендерным рамкам. Когда началась хореография, магия длинных волос раскрылась в полную силу. Чимин, имеющий балетное прошлое, двигался по сцене словно мифическое существо. При каждом пируэте и резком повороте головы медовые пряди взлетали, создавая визуальный шлейф за его телом, а затем плавно опускались, наполовину закрывая глаза. Этот контраст между хищным пронзительным взглядом и мягкостью струящихся волос создавал невероятный драматизм. В один из моментов прямо посреди сложной вокальной партии он легким небрежным движением руки зачесал влажную от пота прядь назад, обнажив точеную линию челюсти. В этот момент фандомы по всему миру буквально капитулировали. Уже на следующий день после камбэка социальные сети трещали по швам. Хэштеги с именем Чимина возглавили мировые тренды. Фанаты, критики и модные издания в один голос заявили, что медовый блонд Чимина Very Arirang – это произведение искусства, стирающее границы между поп-музыкой и высокой модой. Чуть позже, во время мирового тура, фанаты увидят Чимина за кулисами, в простых оверсайз-худи, собирающего свои длинные золотистые волосы в маленький, очаровательный хвостик на макушке. И этот контраст между величественным богом сцены и невероятно уютным, домашним парнем окончательно закрепит образ камбэка 2026 года как один из самых легендарных в истории группы. Чимин не просто вернулся, он снова доказал, что диктует правила визуальной культуры всему миру. Реакция фандома – от короля льва до принца Таргариенов. Когда Чимин впервые вышел на сцену площади Кванхвамун с длинными медово-блондинистыми волосами, интернет-пространство буквально затрещало по швам. Образ мгновенно стал вирусным, и фандом тут же засыпал артиста новыми метафорами и прозвищами, кинематографичные ассоциации. Из-за длины и благородного оттенка блонда международные фанаты начали сравнивать Чимина с персонажами культовых фэнтези-саг. В соцсетях завирусились коллажи, где его называли Джон Сноу эры кей-поп и принц Таргариен, отмечая, что он выглядит так, будто сошел со съемочной площадки «Игры престолов». Король Лев и корейские традиции, локальные корейские фанаты и медиа ласково прозвали его «Малыш Лев», «Бэйби Лайон» и «Король Лев Чимин» за то, как его объемные золотистые пряди эффектно двигались и взлетали во время мощной хореографии. Эра Рапунцель Мин, Рапунзел Мин. Во время одной из трансляций Чимин признался фанатам, что видел их AI-арты с экстремально длинными волосами и в шутку заявил, что хочет продолжать растить их до состояния Рапунцель. Фраза «Rapunzel Min is coming» мгновенно вышла в мировые тренды X, Twitter. Уютный контраст вне сцены. Особый экстаз у ARMY вызвали закулисные видео из тура, где Чимин собирал свои длинные волосы в небрежный верхний хвостик, мэн-бан, или прятал их под оверсайз шапки. Фанаты массово создавали эдиты, противопоставляя хищного воина в черной коже на сцене и самого милого домашнего парня в повседневной жизни. Битва за стиль.
Конфликт с агентством позже в сети начали циркулировать инсайды и подтверждения из бэкстейдж-влогов о том, что руководство лейбла Hype изначально было против такой длины и мягко настаивало на том, чтобы Чимин подстригся для камбэка. Однако артист проявил жесткую позицию, отстоял свое визуальное видение концепта Ари-ранг и отказался убирать длину при поддержке своей мамы, как шутили в фандоме, что вызвало еще большее уважение у фанатов за его преданность искусству и личному стилю. Разрыв рейтингов, первое место в индексе репутации бренда, эффект Чимина мгновенно отразился на сухих цифрах корейской аналитики. Индекс репутации бренда Brand Reputation Index, который ежемесячно подсчитывает Корейский институт корпоративной репутации на основе упоминаний, вовлеченности потребителей и медиа-индекса, показал феноменальные результаты. Абсолютное лидерство. Чимин уверенно занял первое место в рейтинге репутации брендов среди всех кей-поп-айдолов, обогнав Чонгука и Чан Ваньон из IVE. Его индекс превысил отметку в 8,29 миллиона очков. Анализ ключевых слов. Корейские аналитики зафиксировали, что главными ассоциативными поисковыми запросами и ключевыми словами, связанными с именем Чимина в этот период, стали «арми», «длинные светлые волосы», «блонд хэир», «черная кожа», «блэк ледер», «мировой тур» и «совершенный». 93% позитивного восприятия, индекс эмоционального анализа бренда, позитивно-негативный баланс, Чимина составил рекордные 93,2% исключительно положительных реакций от широкой публики и медиа. Люди воспринимали его образ не просто как смену прически, а как прорывной шаг в мужском стайлинге. Признание в мире высокой моды, high fashion, в качестве глобального амбассадора дома Dior Чимин закрепил успех своего образа на Парижской неделе моды. Модный гигант GQ выпустил отдельный материал, посвященный его стрижке, назвав ее стилем soft-punk, мягкий панк. Стилисты отметили, что его струящиеся волосы до плеч идеально сбалансировали строгий исторический крой тейл-коата от Dior, а фанаты тут же присвоили ему статус герцога Севера и принца Dior.